Короче, у меня какой-то ебейший артблок уже довольно давно. И я подумала, что нужно и можно сделать что-нибудь со своим скетчбуком, что-нибудь в нем порисовать, потому что я уже хочу его закончить и как-то разрисоваться, потому что я толком не рисовала нормально, мне кажется, почти весь семестр. То есть, месяца 4 я толком ничего не рисовала, и мне не хочется, хочется просто лежать и грустить. Что я хочу сделать, это дорисовать парочку картинок и что-нибудь заклеить. Вот это. Вот этот разворот у меня вызывает какое-то физическое отвращение, с одной стороны. С другой стороны, он мне, наоборот, как-то очень нравится, потому что он очень тупой какой-то. А я люблю тупое. Но сейчас я думаю придумать что-нибудь с ним и сделать его как-то получше, чем он есть. А как сделать что-то получше? Нужно добавить черного. Всегда работает. Вот, и я нарисую, может быть, черные маленькие сердечки. И у нас сегодня, кажется, 20 что ли, июня. Напишу, что 20. Насколько я знаю, просто в этой Европе неправославной у них, кажется, сначала пишут месяц, а потом число. Я не знаю, зачем мне нужно было написать именно так. Это потому, что я ненавижу Россию. В итоге я выбрала вот такой вариант. Осталось только это приклеить и посмотрим. Но есть небольшая проблема. У меня толком нет нормального клея. Есть вот такой. Он очень мерзкий и загустевший. Он очень старый и выглядит как какая-то неприятная физиологическая жидкость. Но он вроде все еще клеит, поэтому мы попробуем его использовать. Выглядит довольно... Фу. Пытаюсь какие-то пейзажи, но получается, по-моему, не очень. Мягко говоря. Думаю, может, опять черного добавить. В общем, в парке я нарисовала 1,5 картинки, потом у меня... Что? Я нарисовала 1,5 картинки, потом у меня закончился грифель в карандаше, он автоматический, и я пошла домой. Одна картинка не очень, вторая вроде норм, но ее надо доделать. Ты схвачен! Ты схвачен! Посмотри туда. Нет? Совсем нет? Нет? Ладно, он не хочет. Хорошо, иди. Это одна из тех 2 картинок, и мне кажется, ее как-то просто преступно показывать. Вообще, она такая фиговая. Надо ее как-то доделать. Но не знаю. И вторая. Ну, этот получше, но как-то нет центра композиционного. Здесь я попыталась немножко уплотнить ее в тоне, как-то сделать более однородной и, ну, просто, в общем, ее доделать. У меня появилось новое странное бесполезное хобби. Я выдергиваю волосы на ногах пинцетом. Я уже пол левой ноги ободрала. Я не знаю, зачем я это делаю, но это очень захватывает. Это, знаете, это как кожу ковырять, типа прыщи давить, только круче. Я не понимаю, как люди рисуют пейзажи. Блин. На меня какая-то мошка прилетела. Меня уже давно... Ну как давно? Я сколько вот хожу в пленэре 2 дня. Но, в общем, все это время меня терзает мысль о том, что вообще-то, наверное, было бы прикольно записывать процесс. Но я же на улице рисую, и я не очень представляю, как мне это сделать.
И, ну, во-первых, неудобно, некуда как-то поставить телефон, хотя сказать камеру, да, как будто бы я на камеру снимаю. Сегодня я не пошла пленерить, потому что я весь день гуляла с подружками, так что я решила что-то из головы нарисовать. Если честно, когда ты вот в таком состоянии странном, когда ты очень с трудом вообще, в принципе, что-то рисуешь, вытащить из своей головы и что-то придумать, это очень трудно. То есть, мне кажется, я во многом рисовала, как-то так схватилась за рисование с натуры, еще и потому, что когда ты рисуешь с натуры, тебе нужно просто, ну, постараться передать то, что ты видишь перед собой. Ты думаешь там о светотени, о том, чтобы просто нарисовать не совсем всрато. Но когда ты рисуешь уже не с натуры, тебе всю вот эту реальность нужно воспроизвести самой как-то. У меня на самом деле поэтому так много автопортретов. Не потому что я так себя обожаю, а потому что у меня над рабочим столом зеркало висит. И когда я не знаю, что нарисовать, я просто рисую себя, и все. Так что такой куцый лайфхак. Если вы не знаете, что вам нарисовать, просто нарисуйте что-нибудь с натуры, то, что вы видите. Я наконец-то додумалась сделать две вещи. Во-первых, я положила на фон что-то симпатичное, чтобы не было видно мой несчастный стол старый. И я чуть-чуть переставила лампу, вернее, не чуть-чуть, а совсем переставила, чтобы не было этой ебаной падающей тени. От штатива теперь есть ебаная падающая тень от моей руки и от карандаша. Поздоровайтесь с ней. Ну тут я не знаю, блин, я все думаю, как мне поставить лампу так, чтобы было не совсем всрато. Вы бы могли сказать, что ты же можешь снимать при естественном свете, но я вам спешу ответить, что я живу в подземелье. Ну ладно, я живу на 1-м этаже, и к нам просто не попадает естественный свет. У нас все время темно и холодно. Еще я наконец-то сегодня пошла опять с натуры порисовать, попленерить. Вы, возможно, заметили, что у меня большинство моих вот этих рисуночков против артблока, они у меня в основном все рисованы с натуры. Это что-то типа пленер... Блин, наверное, это падающая тень, это тоже плохо. Мне не нравится. Как было лучше? Наверное, все-таки лучше нет. Мне так не нравится, я все-таки переставлю лампу, наверное, влево опять. Мне кажется, что так, если честно, получше. Как бы все равно есть тень, но она хотя бы... Ладно, нет, просто все равно есть тень. Ну, пусть будет так, да, хотя бы привычнее для меня. У меня не было цели именно пленерные обязательно штуки делать, просто у меня сейчас типа как бы практика пленерная, на которой я должна, собственно, пленерить, на которой я еще вообще ничего не сделала. То есть я вот делала эти зарисовочки, но они не очень подходят, потому что у нас там тема транспорт, хуяр, в общем, вы поняли. И я еще пока не раздуплилась, ничего для транспорта не сделала, но, вернее, я сфоткала трамвай, это считается. Настроение какое-то очень расхлябанное, если честно, все еще, но я наконец-то чувствую, как будто бы я чуть-чуть выхожу из артблока, мне хочется рисовать. Я не знаю, откуда у меня изначально вообще взялось это состояние, у меня было очень долго. У меня не было вот этого вот, но, знаете, бывает, когда ты хочешь рисовать, у тебя вот что-то вот булькает как будто бы внутри. А тут у меня этого чувства не было очень давно прямо. И даже когда у меня возникала такая мысль, блин, может что-нибудь порисовать, как будто бы это все какое-то очень незначительное. Ну что я могу сказать? Какую разницу создадут от того, что я нарисую свои картинки, что глобально в мире от этого изменится? Большую часть времени я просто залипала в ютубчике, спала, ела и гуляла. Больше я вообще ничего не делала, и мне не хотелось больше ничего делать. И по правде, я бы соврала, если бы сказала, что нашла способ выйти из артблока. Выпейте это чудесное средство и уже завтра. То есть такого нет. Да, я вот сейчас рисую в скетчбуке, но это не причина. То есть это не произошло так, что ой, мне просто нужно было немножко порисовать в скетчбуке, и я вот вышла из этого состояния. Мне кажется, что тут причинно-следственная связь несколько иная, то есть она прямо обратная. Я почувствовала себе уже, что я в состоянии что-то делать, и поэтому я начала, собственно, что-то делать.
На мой взгляд, арт-блок — это все-таки следствие, это симптом болезни, а не сама болезнь. И когда я думаю, откуда это состояние вообще взялось, наверное, во многом из-за того, что, в принципе, в мире такая очень нервная обстановка. И еще на фоне всех этих нервностей я думала, о боже, какое вообще мое место в жизни. И опять-таки, я не думаю, что существует какой-то универсальный способ для всех людей вот как-то справляться со всеми этими состояниями. Может, когда у вас просто пройдет вот этот стресс, и это состояние тоже пройдет. А может, надо как-то через «не хочу» попробовать что-то рисовать. А может, вам надо просто вспомнить, вам нужно просто разрисоваться и вспомнить, вот, какие чувства вам дарило, в принципе, рисование, или не рисование, а какое-либо творчество, которое вы забросили. Поэтому я не могу предложить какой-то лайфхак, как выйти из арт-блока. Как-то так. По поводу самой картинки, мне очень нравятся хэдканоны по Винкс, и я люблю хэдканонить, что Блум была бы такой проблемной девочкой-подростком, и тут я пыталась что-то такое нарисовать. И все, по-моему, шло неплохо, пока я не решила, что нужно добавить какой-то материал помимо простого карандаша. И итоговая версия не то, что мне сильно нравится, но уж как есть. И я думаю, что в будущем я просто нарисую какую-то похожую картину. Может быть, не конкретно с Блум. В общем, не буду пытаться изобрести велосипед, и просто нарисую обычную картинку обычным простым карандашом. Просто у меня все время какой-то страх, что я недостаточно хорошо рисую простым карандашом, и что нужно сделать картинку поинтереснее и посложнее, и в итоге я обычно просто порчу эти свои картинки несчастные. В общем, сегодня я нарисовала пока 2 картинки, но я их обе нарисовала не в том скетчбуке, в котором я обычно рисую, и они мне обе очень не нравятся. Вернее, ладно, одна еще норм, но вторая мне прям сильно не нравится. Так что я нарисую еще. Будет в последний день у меня 3 картинки, а может и 4, а может быть и 5, не знаю. Посмотрим. С этим домиком я провозилась довольно долго. Мне, если честно, не очень нравится, как получается. Мне пока очень трудно компоновать всякие архитектурные зарисовки. Мне кажется, тут довольно очевидно, что я, в принципе, не имела ни малейшего представления, что мне нарисовать на этом развороте. И, как гласит народная мудрость, в любой непонятной ситуации рисуй своих персонажей. Вот я нарисовала своего персонажа. В общем, я попыталась нарисовать его карандашом и очень долго боролась с соблазном добавить немножечко черного, но в итоге не добавила. А на странице справа я сначала хотела нарисовать что-нибудь красками, но мне стало лень. И в итоге я нарисовала то, что нарисовала, ни о чем не жалею. Вообще у меня есть сильное подозрение, что я в итоге потом еще чуть-чуть дорисую этот разворот. Я, в принципе, почти всегда так делаю, я по миллион раз возвращаюсь к старым разворотам, поэтому, когда я буду снимать обзор на этот скетчбук, скорее всего, что-то еще добавится. Я пока не знаю, что, но, возможно, некоторые развороты будут выглядеть несколько иначе. Я бы не сказала, что я прямо что-то фундаментально новое для себя поняла за эту неделю, или что я прямо полностью исцелилась от арт-блока. Кот, не подходи к свечке! Не подходи к свечке! Но в целом мне просто приятно, что я рисую снова, и я надеюсь, что я каждый раз говорю, что ой, я буду выкладывать побольше видео, и каждый раз я этого не делаю, но на этот раз я правда надеюсь, что я как-то буду что-то делать. Не подходи к свечке!